раз, когда ты прилетаешь, немножко вызывает такое напряжение. А второй раз, когда ты сюда возвращаешься, я повторяюсь, возвращаешься, вызывает спокойствие. इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस Трофейный охотник Денис Морозов прилетает в Пакистан. Это уже не первая его поездка в эту страну, поэтому все вокруг кажется родным и знакомым. Однако впереди его ждут серьезные испытания. Денис ставит перед собой амбициозную цель – собрать 3 уникальных трофея – сулейманский мархур, афганский уриал и легендарный кашмирский мархур, часть из которых находится на юго-западе Пакистана, а часть на севере. Вышли в Исламабаде, таможню прошли, оружие растаможили. Это, наверное, страна, которая самая легко и просто обращается с оружием. Ты прилетел с оружием, посмотрели документы. Ну, какие вопросы? Ты же с оружием. Пожалуйста. Спим. 10 у нас вылет с военного аэропорта до места охоты. Мархура, барана видят, говорят, если вообще повезет, на одной горе будем стрелять. Ну, повезет не всегда про нас, поэтому говорят, что даже будет возможно завтра пристрелять. Это будет фантастика. И уже послезавтра начнем охоту. Завтра мы едем на военную базу. Там нельзя снимать. Нельзя снимать? Да, никаких съемок. Сулейман водится только в единственной местности Пакистана, и у них есть хороший трофей. Последнему охотнику не повезло, поэтому у нас есть очень хороший трофей. Очень большой. Да, это животное может быть рекордным. Группа остается до утра в Исламабаде. Нужно успеть как следует выспаться с дороги, а уже завтра Денис перелетает в Кветту на юго-запад Пакистана. Доброе утро. Можно сказать, сегодня первый день. Прилетели в 3 часа ночи в Пакистан. Немножко поспали, буквально там 3-4 часа. И сейчас вылетаем за сулейманским мархуром и афганистанским уриалом. Изначально план был немножко другой, но погода корректировки внесла свои. Поехали. Справа от вас находится международный аэропорт Исламабада. И мы поднимаемся на эшелон 200, то есть на высоту 20 тысяч футов над уровнем моря. На высоте 15 тысяч футов облачно, и видимость немного снижена из-за тумана. Я буду сообщать вам о местах на маршруте по мере их прохождения. Группа отправилась из столицы Пакистана Исламабада в провинцию Белуджистан. Это редконаселенная пустыня. Однако, несмотря на малочисленность населения, одной из основных проблем региона является сепаратизм. В Белуджистане действует армия освобождения Белуджистана, вооруженное формирование, представляющее интересы этнической группы. Оно стремится к независимости региона от Пакистана. Группа подлетает к городу Кветта.
Перелет занял 2,5 часа. Полетели хорошо, быстренько. Погода хорошая. Сейчас разгружаемся еще 4-5 часов. И мы на базе. Сегодня задача пристрелять оружие и выспаться. Пакистан очень военная страна. Все правительство и управление управляют военные, поэтому везде военные. Очень подужные, культурные люди. В аэропорту группу встречают представители местного охотничьего клуба. Они сопровождают охотников в горы Торгахар, где расположен базовый лагерь. Дорога займет примерно 5 часов. По пути группа делает остановку, чтобы перекусить и перевести дух перед изнурительной заброской в горы на машинах. Это мясо ягненка. Меня зовут Джавед Кхан. Мы едем в горы Торхар, где мы будем охотиться на сулейманского мархура и афганского уриала. Итак, этот горный хребет Торхар, он находится между Пакистаном и Афганистаном, прямо на границе. Много животных живет со стороны Пакистана. Эта территория находится под нашей защитой, где и проводится большинство охот на сулейманского мархура и афганского уриала. Короче говоря, получилось 6 часов мы добирались сюда. Пока не стемнело, надо сейчас прям ускоренно пристрелять ружье, чтобы завтра с утра на охоту. Поэтому сейчас даже не переодеваемся, не кушаем, ничего. Ружье пристреливаем. Как и на все свои горные охоты, Денис берет с собой незаменимый Blazer R8, оптический прицел Swarovski DS2, пламегаситель Titanium и патроны Lapua калибра 338. 100, 200, 300, 100. 100 पे ले जाओ. No, I shoot again. One more. Скажи, пускай поставят дальше. 200 метров, 300. Все, пускай идет. Все, пускай. Все, финиш. Стрельбу закончил. Ну все, и оружие пристреляли, все успели. Небольшие дистанции, 100-200 метров, но все вроде в яблочко, поэтому, может быть, нету смысла дальше стрелять. В общем, 5 патронов, и все, в общем, нормально полетели. Сейчас ждем, принесут мишень, и я так понимаю, что уже дело к ужину. Сейчас переодеваемся, размещаемся, ужинаем, и завтра уже на охоту. Первый у нас сулейманский мархур,
Горы не очень сложные, комфортно очень. Тепло, к охоте готовы. За охотой соскучились. Без крупных трофеев почти 2 месяца. Поэтому с нетерпением ждем завтрашнего дня. First, second. Ты знаешь, Мархур и Уриал, они живут вместе. Вместе? Да. Как домашние животные. Уриал, Мархур. Вместе. На самом деле Сулейманский Мархур находится очень близко к афганской границе. Итак, из Афгана они переместились на другую сторону хребта, через границу. Потому что в Афгане много браконьеров. Браконьеры. У них нет охраняемых территорий со стороны Афганистана. Поэтому все мархуры перешли сюда. Потому что здесь охраняемая территория, и они чувствуют тут убежище. Если мархур покидает территорию, то он попадает к браконьерам. Но эта территория не защищена. Кто угодно туда может пойти, даже браконьер. Но эта территория очень сложная, очень страшная, крутые склоны и скалы. Охотиться там очень сложно. Но здесь мы имеем хребет Таргар. Таргар — это еще компания по охране окружающей среды. Вот тут она. Это своего рода организация по профессиональной защите. Если мы поймаем браконьера здесь, сначала мы сломаем ему ружье, а потом мы сломаем ему фейс. Его отдадут в полицию, и там в любом случае с ним покончат. Если здесь поймали, то... Завтра мы пойдем в горы в 6 часов утра. И, надеюсь, Деннис добудет обоих животных. Как очень крепкие, сильные и хорошие охотники. А потом после обеда мы спустимся по очень крутой тропе вниз, как мы это делали с Асторским Мархуром в прошлом году. И затем второе, самое важное, это добыча Мархура. Деннис, мы должны объяснить, это самый большой Мархур. Ты должен быть очень спокойным и терпеливым во время стрельбы. Не торопись, не беспокойся о своем времени. Мархуры и козероги очень терпеливые и дадут тебе шанс. Мархуры и козероги дадут тебе шанс. Но афганский Уриал тебе не даст шансов. Если он что-то заметит, он улетит как пуля. Но мархуры и козероги дают шанс. Они смотрят по сторонам и не спешат. Когда мархур останавливается, ты можешь на 100% убедиться, что это самый большой мархур, и добыть его. Доброе утро. Проснулись сегодня пораньше. В 5 утра встали, уже позавтракали. Еще темно. Затемно выезжать будем. Находимся, наверное, маленький регион Таргара. Здесь большой Квета. Еще меньше Таргар переводится с пакистанского «Черная гора». Но Черная гора, по-нашему черные скалы. Говорят, будет охота как на черных скалах. Поэтому начинаем охоту. Расцветает. Горы Таргар, Черные горы, являются цепью пересеченных хребтов из песчаника протяженностью примерно 90 километров и 20 километров в ширину. На севере ограниченных долиной реки Кундар, а на юге – долиной Хайсор. Высота хребта варьируется от 2500 до 3000 метров над уровнем моря. Все, уже добрались до места охоты. Ребята растянулись по всем горам, смотрят. Мархур
Конечно, очень такое животное, конечно, природа создала. Будешь смотреть, не увидишь. Настолько он сливается с этим пейзажем гор, что, можно сказать, практически невидим. Невидимка Мархур. Конечно, пакистанские охоты, конечно, сопровождаются таким количеством людей, наверное, не знаю, сколько. Батальон, целая армия выходит на Мархура. И ружье забрали, и рюкзак забрали. Мне кажется, сейчас скажи, и на руках на горы поднимут. В общем, молодцы ребята, конечно, организация у них на высшем уровне. Быть в сопровождении большого количества людей на горной охоте – сомнительное удовольствие, но есть и свои преимущества в этом. Чем больше глаз ищет животных, тем выше шанс увидеть их первыми и спокойно занять позицию для стрельбы. В противном случае, если вас заметят животные первыми, вам придется преодолевать десятки километров по горам и ущельям, а то и вовсе кардинально менять локацию. أنا توقع نوم عندي بس كي هالترات لما يستطيع وعوز الطريق ودارة ده هذا هاو بالهي وخاو برجع بقبارة ولا Этот парень был браконьером до старта программы. В свое время он добыл 200 мархуров. После старта программы он остановился. И теперь он защищает животных. То, о чем говорит Валид, происходит благодаря растущему интересу к охоте. А когда есть спрос, появляется и предложение. Проект по охране природы долины Таргар, TCP, в горах Таргар можно считать самым успешным общинным проектом по охране в Пакистане, а возможно и в мире. TCP стартовал в конце 80-х с привлечением местных племен на племенных территориях. Американские биологи разработали ограниченный технический подход, необходимый для достижения природоохранных целей, с использованием модели рационального природопользования, которая также должна приносить значительные прибыли местному населению за счет продажи небольшого количества разрешений на трофейную охоту. Местные жители были наняты в качестве егерей при условии, что они прекратят браконьерство. Хуже, чем на базаре, честное слово. Чуть не поднялись. Я так понимаю, что вот эта гора, в эта зона ареала должен быть здесь где-то Мархур. Уже аккуратненько подкрадываемся. Правда, нас 15 человек, аккуратно можно подкрасться. Не знаю. Ну, ребята опытные, знают, что делать. ده سر برابر برابر شده غرب سر نری این چه درخت درخت دو گز نرای کنه درخت ये जो बड़ा Нашли Мархуров. Пасутся вместе с баранами. Мы сейчас за этой горой где-то. Я не знаю, как мы подойдем. Ребята такие громкие. Телефоны стоят на полный звук. Разговаривать как будто в ресторане. Мама мия. Ну, ребята лучше знают, наверное.
Сулейманов винторогий козел распространен относительно широко в горных системах западно-центрального Белуджистана по всем Сулеймановым горам. Сулеймановы мархуры живут в разобщенных изолированных популяциях на всех основных хребтах непосредственно вокруг Кветты. Например, в засушливых альпийских степях и лесостепях представляет собой самый мелкий фенотип винторогих козлов, редко превышающий вес 80 килограммов, и высоту в холке 95 сантиметров. Мех приспособлен к жаркому, засушливому пустынному климату. С такой группировкой мы можем тут город захватить. Сейчас 2 человека поднимутся, найдут их, а мы отсюда начнем заходить. Я не знаю, если это базар, конечно, не спугнет Мархуров. Я скажу, таким количеством людей охотиться нельзя. Если мы что-то это будет, то это вообще нереально. Надо будет разговаривать, чтобы вообще подрезали 50%, 70% количества людей надо. First, second, and behind. Самый первый, да? Самый задний сейчас. Раненый. Да, он раненый. Вон там они вышли. Скорее. Хороший выстрел. Поздравляю. Хорошая работа. Окей. Хороший. Да, очень хороший. Взяли. Фух, есть. Ох, нерву потрепал. Оказывается, хорошее попадание было. Очень хорошее. Потому что мы подошли, все было в крови. Он не поднялся с группой. Он остался, он бы никуда уже не делся. Он бы уже точно никуда не делся. Фух. Сулейманский. Spent. Thank you. Thank you.
Ох, нервы потрепал нам, а. Nice shot. Very good. Nice shot. Больше радуется, чем мы. Thank you. Well done. Well done. Well done. Good job. Добыли мы сулейманского мархура. Не могу сказать, что охота была слишком сложная. Горы очень комфортные, очень легко ходить, комфортно. Конечно, базар такой, который тебя сопровождает, 50 человек, немножко напрягает, все галдят, как, я не знаю, как будто известь покупают на рынке. Но, тем не менее, хорошо заняли позицию, подождали, а они вышли. Дистанция была близкая, там 60-70 метров. Блин, было попадание, хорошее попадание было. Но вопрос только в одном, что сразу не лег. Я раз переживался, думал, ушел. Такая дистанция комфортная. И думал, блин, ну ладно. Вышли, все было в крови, и он буквально за гору зашел, и все стоял, он уже дальше не двигался. Он немножко пошел, я ему вслед еще стрельнул, ногу передал. В общем, сулейманский мархур положен. Первый трофей в Пакистане есть. Сейчас сразу же после легкого обеда идем сразу за Урялом. То есть здесь рядышком на этих же горах и афганский Урял. Поэтому есть мархур. Если еще и Урял положим, ну, будет фантастика. В общем, Пакистан, как всегда, радует. Пакистан — это всегда удивительная страна, контрастов, удивительных людей. В общем, удивительных трофеев. Таких трофеев не существует на планете. В общем, фантастика, счастливые. Двигаемся дальше. В общем, чуть-чуть перекусили быстренько. Ребята занимаются разделкой мархура. А мы... Ну, группа сильно не делится. Мне кажется, они только прибавляются. Мы выходили, было 50. Сейчас, мне кажется, уже на 100 человек. Мне кажется, если так окружить, можно и руками его поймать. Ну, говорит, Урял тоже спустился. В общем, не откладываем дело на завтра. Идем сразу за Урялом. Сейчас посмотрим биноклем. Где? Урял. Может, и с Урялом повезет. Здесь я стрелял первый раз. Чуть-чуть дальше до дерева. Погода холодная, и в холодную погоду Урял не поднимается на хребты. Когда солнечно, Урял выходит на хребты. Теперь мы направляемся в лагерь? Да. Почему? Сейчас 2 часа дня. Да, у нас еще есть время решить, пока мы спускаемся. Решили, ребята, что все, возвращается в кемп, потому что был выстрел, и Урялы, которые были на одной горе с мархурами, скорее всего, убежали. Это же 2 часа смотрели, никого не нашли, никого не увидели. Поэтому, скорее всего, сейчас спускаемся до машины, едем домой. И уже завтра с утра будем пробовать добить афганского Уряла. Так. Закончили сегодня первый день охоты. День был успешный, добыли сулейманского мархура. Попытались добыть еще афганского Уряла, и были шансы добыть его, но Урял куда-то ушел за дальний кордон.
В общем, заканчиваем чуть раньше, чем планировали. Уже смысла нету подниматься на большую гору. Уже не успеем, уже и ни туда, ни туда время. В общем, возвращаемся в лагерь. Немножко больше времени на отдых останется. Сегодня отдыхаем. Завтра очень надеемся, что добудем афганского Урала. Добрались домой, слава богу. Отдыхаем, ужинаем, пораньше ложимся спать, завтра пораньше выезжаем. План такой. А что, вы Доброе утро. Второй день охоты в Пакистане. Вчера хороший день был, добыли сулейманского мархура. Сегодня задача добыть афганского Урала, но немножко неприятно. Всегда неприятно, когда начинает время поджимать. Вроде бы время было запасом, но сейчас принесли прогноз погоды, и он, в общем, неутешительный. Заходит сильный циклон, и это заходит дня на 3. И у нас есть время, условно, там до обеда, и чтобы мы успели вылететь, скорее всего, после этого закроется небо. Короче говоря, на охоте спешка это неприятная штука. Когда тебя ограничивают во времени, немножко так поддавливает серьезно эта штука. В общем, ну, как есть, так есть. Будем уже смотреть, как день покажет. В общем, задача добыть до обеда. Я не знаю, как будто в магазине там продукты купить. Но ребята спокойные. Ну, если они спокойные, что нам нервничать? В общем, едем немножко в другое место. 2-3 группы будем разделяться и будем там смотреть, где Уралы, чтобы максимально быстро скоординироваться по времени и по зверю. В общем, вот такая корректировка на сегодня. Надо успокоиться и вот эти все сроки не обращать внимания. Как получится, так получится. Потому что любое давление нехорошая штука на охоте. Все, собираемся, выходим. Погнали. Приехали на охоту, еще темно, даже непонятно, куда подниматься, как подниматься. Ребята такие интересные, конечно, пакистанцы. Все, в 6 обязательно должны выехать. Мы в 6 уже готовы, стоим на улице, кто-то только проснулся. О, вы что здесь делаете? Вы что, готовы уже на охоту ехать? Да, готовы. Ну давайте подождем, еще 30 минут. Приехали 2 метра от дома, говорит, ну давайте еще подождем, рассвет придет. Ну, надо пораньше проснуться. В 1994 году TCP был официально оформлен как зарегистрированная неправительственная организация Общество охраны окружающей среды долины Таргар. Проект «Таргар» стал примером успешной охраны биоразнообразия в рамках рационального природопользования. На момент старта программы в 80-х годах в горах Таргар насчитывалось менее 100 сулейманских мархуров. Исследования, проведенные с 1994 по 2005 год, показали, что популяция выросла с 700 до 2500 мархуров. Забрались на вершину. Фух, вообще безостановочно, что-то прям тяжковато. В логове баранов костер. Только в Пакистане. Только в Пакистане костерчик на охоте.
Казахстане с хлебом номер 1. Раз костер расправили, лаваш поджарили. Ничего вкуснее нету. Так просто, так вкусно. В ходе учета афганского Уриала в долине Таргар за тот же период было обнаружено, что их численность выросла с 1200 до 3200 Уриалов. Планы развития финансировались благодаря доходам от трофейной охоты, приносили выгоду местному сообществу. Население долины Таргар признало, что при правильном подходе сохранение природных ресурсов становится поводом для гордости и приносит экономическую выгоду и экологические перспективы для всего сообщества. Бродим. Такие хребты. Динозавра. Нету пока никого. Самки есть, самцов нету. Ну, ребята говорят, найдем по-любому. Поэтому ищем. Так соскучился по Пакистану. Такая охота, конечно, горная. Мама меня называет. Уже практически наполнилось сердце любовью. Еще немножко. И уже хватит ее. Так, конечно, хорошо. Настоящая, дикая, горная, сложная. Все, что нужно. Короче, самцы маленькие, самки никудышние. В общем, бросаем нашу лежанку, переходим в другое место. Где-то, говорят, должен под нашей скалой быть крупный самец, но пока не можем его. Ищем. Жалко, не все может камера снять. Прям со скалы вот так. В общем, наконец-то мы уже попали на настоящую охоту в Пакистане. Если еще что-нибудь доводим, вообще будет ураган. Но пока никого. Ни Уриала, никого. Тяжело дается. С Мархуром вчера капитально повезло. Нашли 2 часика, погуляли. Как будто на прогулочке были. Всегда были супер Мархура. Супер. И вернулись домой уже в обед. Были свободны. А с Уриалом, я так понимаю, просто так не получится. Нашли 2 баранов, крупных самцов. Лежат за горкой. Ребята, сейчас позицию посмотрим. Отсюда стрелять будем или еще ближе подойдем.
وأصبح معك وأكل خانة. لا لا Я готов. Денис, они идут на нас, идут. Было четкое попадание в лопатку. Все в растерянности. Уриал убегает и скрывается за рельефом. Денис меняет позицию. Все, да? Нужно бежать, потому что это далеко. Нет, мы сядем тут и подождем, когда он ляжет, а потом мы пойдем за ним. Не сейчас. Смотри, я думаю, нам надо пойти. Не сейчас, не сейчас. Почему? Посмотри, это очень далеко. Мы будем идти 1 час. Нет, нет, это они решают, мы будем ждать здесь. Они пойдут искать следы крови. Затем мы пойдем добирать. Если мы пойдем за ними быстро, то они убегут еще дальше. Хорошо, но мы же можем начать идти медленно. Ок, скажи Дэвилу. Он нас останавливает. Лежачего стрелял, получается, опять чуть-чуть, где-то там сантиметр 2 куда-то ушла пуля от раны, которая могла бы там оставить животное. И, в общем, побежал. Побежал под раной, кровь идет, видно, что все в крови, сильно кровоточит. В бегущего стрелял, бегущего не попал. Ну, прям на ходу. Сейчас ребята говорят, все, останавливаемся, не шевелимся. Он сейчас ляжет, и после этого пойдем. Уже маленькой группой, без табора. Вот эти моменты, конечно, ждать, пока ты дойдешь или не дойдешь, как далеко ушло животное, насколько он под ранок или нет, конечно, самые мучительные. Охота. Дикая охота. Все бывает. Нервная. Состояние. Найдем, не найдем под раной. Может, убежал уже. Может, не сильная рана была. Спустя час группа выдвинулась в сторону подранка. Как бы Денис не рвался завершить задачу и избавить животное от мучений, егеря заверили, что поступают правильно и нужно выдержать паузу. Как бы ни старался охотник не допустить подранка, вероятность такой ситуации всегда остается.
кровь всю дорогу идет. Не ложится. Ни разу не лег. Все, здесь кровь прервалась, земля. Конечно, невыносимая мука. Мы уже сколько за ним идем. Он кружит вокруг, опять поднялся. Если в гору поднимается, рана не сильная. Но кровоточит всю дорогу, кровь идет, но он не останавливается. Ой, даже не знаю, нагоним мы, не нагоним. Уже время. Сейчас через 1,5 часа уже стемнеет. И солнце садится. Не знаю, что ребята будут делать. Приятный момент, конечно. Суету такую развели. Крови уже не видно, но якобы след свежий быстро бежал впереди нас. Может быть, наш. Ну, честно говоря, я в это не верю. Но все бывает.